Добрый день, друзья! Сегодняшний видеоурок будет посвящен шпатлевке и пеноплексу. Я покажу вам удивительную технику, как с помощью этих двух простых материалов можно сделать невероятную картину. А вдохновили меня два художника. Один из них, Ник Хернандес, работает в такой технике и создает объемные панно. Второй художник, Алексей Соловьев, под псевдонимом Alex 3D Creator. Он также делает невероятные картины с помощью пеноплекса, вырезая горячим ножом. И сегодня я покажу вам, в какой технике они работают и как они создают свои произведения. Для первого этапа работы нам потребуется фанера, по ее размеру кусочек пеноплекса, вот такой горячий резак для пеноплекса и, конечно же, клей-монтаж. Первым делом я наклеиваю малярный скотч на оборотную сторону фанеры. Тем самым защищаю картину от будущих красок. И по ее завершении картина останется с задней стороны чистая. Дальше я наношу разметку. Я планирую, что на картине будет размещен текст. Изначально мне надо понимать, где он будет находиться. На фанерке очень удобно наносить разметку, наклеивать скотч, измерять, рисовать. И после этого я отклеиваю этот малярный скотч и переношу его на пеноплекс. Далее с помощью простого карандаша я делаю предварительную разметку для себя абсолютно в хаотичном порядке. Там, где я вижу, будет находиться выемки, рисунок, который я буду вырезать уже с помощью специального инструмента резака для пеноплекса. Сегодня я буду работать с резаком, который самодельный, и сделал мне его мой хороший друг из Санкт-Петербурга по моей просьбе. Он очень мощный, и у него на конце вот такая петля из проволоки. И проволока нагревается и делает вырезы как раз по форме, которую задаешь проволоке. То есть в настоящий момент я сделала вот такой овал, и он вырезает кружочками. Чем больше его заглубить, тем глубже, естественно, будет выемка. Работать им надо очень аккуратно, медленно желательно. Ну и так как это пеноплекс, то, конечно же, с таким аппаратом необходимо работать либо в хорошо проветриваемых помещениях, или вообще желательно на улице. Но так как я работала в помещении, это было еще морозно на улице, запах стоял, конечно, ужасный. После этого пришлось достаточно долго проветривать. У меня есть покупной резак с маркетплейса, но мне не понравилось с ним работать именно на рельефе. Проволока очень-очень тонкая, и она не заглубляется. Сама конструкция не позволяет углубить в пеноплекс. Он хорошо режет, он снимает с краев ненужные детальки или просто может резать пополам, если отрезать необходимо какой-то кусок, но именно сделать рельеф с помощью него не получается. И поэтому я попросила своего друга сделать для меня вот такую конструкцию. У одного из художников, которого я вам представляла в начале, Алексей Соловьев, на сайте можно приобрести такой аппарат. Он сделан очень аккуратно, есть даже разных цветов на выбор, но единственная загвоздка заключается в том, что в настоящий момент непонятно, как проводить оплату между странами Евросоюза. Также у него на сайте можно приобрести его видеоуроки, пройти курсы по созданию картин, потому что он работает с пеноплексом довольно-таки давно, и у него большой выбор разнообразия картин и опыт, как это делать. Но я поняла сам принцип, как работают эти два молодых человека, и сегодня я вам бесплатно показываю то, чему научилась я. Делюсь с вами своим опытом. Возможно, тут нет каких-то нюансиков, я не узнала, но в целом техника понятна. После того, как я сделала рельеф по всей поверхности, я остужаю свой инструмент, делаю форму проволоки квадратной для того, чтобы сделать специальную выемку под буквы. В одном из предыдущих видео я показывала, как делать эти буквы. Как раз я их делала именно для этой картины. Ссылку на видео я оставлю в описании к этому видео, а также там будет вся информация о том, какие инструменты и материалы я использовала в этой работе. Также там есть ссылка на мой телеграм-канал, в котором я буду разбирать эту работу и ошибки, которые были допущены мной. Подписывайтесь на канал и смотрите, что было не так и что бы я исправила. Итак, мы переходим ко второму этапу. Это шпатлевка. Шпатлевкой я должна покрыть всю поверхность картины, всю поверхность пеноплекса. Здесь можно выбрать кисточку побольше. Также впоследствии я просто налила жиденький раствор шпатлевки и распределила с помощью кисти по поверхности. Дала высохнуть.
И таких слоев я нанесла 3 или даже 4 с промежуточным просушиванием. И теперь необходимо все это очень аккуратненько зашкурить, чтобы поверхность была ровной, потому что на стыке, на пиках рельефа есть небольшие сгустки, которые необходимо убрать. Ну и поверхность, конечно же, надо выровнять для того, чтобы она выглядела красиво. Шпатлевку я использую уже готовый раствор из магазина Leroy Merlin, обычная финишная акриловая шпатлевка. При зашкуривании я использую два вида шкурки, одна погрубее, потолще, и вторая более мелкая для финишного слоя. Если вы верите в волшебные знаки, то самое время загадать желание. На часах 17:17, а я верю в то, что вы обязательно поставите мне лайк после просмотра этого видео. И еще небольшой лайфхак. При зашкуривании я всегда работаю в перчатках и на кончике перчаток наматываю малярный скотч для того, чтобы перчатки сразу не рвались. После того, как я закончила ошкуривать картину, я подумала, что самое время прикрепить его к основе, к фанере с помощью клея Момент Монтаж. И здесь была допущена мной, наверное, одна из самых больших ошибок, которая довольно-таки сильно замедлила весь процесс. С помощью вот таких струбцин я начала стягивать между собой пеноплекс и фанерку, чтобы закрепить полотно. Сделала это через тряпочку в надежде на то, что струбцина не продавит поверхность, но это не помогло. И после того, как поверхности склеились, я сняла струбцины и обнаружила очень большие выемки в тех местах, где я скрепляла струбцины. Мне пришлось заново зашкуривать эти выемки, шлифовать их, и вот такой результат у меня вышел в итоге. Какой вывод я получила? Склеивать поверхности пеноплекс и фанеру надо на самом первом этапе до начала формирования рельефа. Ну а теперь необходимо поверхность загрунтовать. Для этого я использую грунтовку глубокого проникновения, обычная строительная грунтовка. Я хорошо прохожусь по всей поверхности и затем жду полного высыхания. Это примерно в течение часа грунтовка высыхает, и можно приступать уже к дальнейшему декорированию. По моей задумке я хочу покрыть всю поверхность серебристой поталью, но я знаю, что поталь она очень тоненькая и имеет свойство рваться, трескаться на такие микротрещинки, поэтому я предварительно покрываю поверхность серебристой аэрозольной краской, чтобы если поталь порвется, это было не так видно на картине, и небольшая трещинка, в которой будет проглядываться серебристый фон, я думаю, что это ничего страшного. Для того, чтобы покрыть поталью, я использую вначале клей для потали, выжидаю необходимое время 5-7 минут, как написано в инструкции, и начинаю приклеивать листики потали. Так как клей для потали высыхает довольно-таки быстро, я работаю поэтапно. Сначала наношу клей на одну часть картины, приклеиваю поталь, и только после того, как я закончила, я наношу клей на другой участок, чтобы он не высыхал. Работа довольно-таки кропотливая. С поталью надо работать очень аккуратно, руки всегда должны быть чистые, поэтому я под рукой держу тряпочку, с помощью которой я прижимаю поталь к поверхности. Для меня это такой первый опыт работы с поталью на такой большой площади. Рельеф достаточно сложный, поталь постоянно трескалась, рвалась, потому что очень много пиков, изгибов. Работать с такой поверхностью, с поталью довольно-таки тяжело. Если в процессе работы поталь у вас порвалась и образовалась трещинка, то необходимо сразу нанести сверху еще один листик потали, потому что внизу клей, и вы сможете приклеить поталь ровно на то место, где образовалась трещинка. Делать это лучше сразу, пока клей не высох, потому что впоследствии, если вы будете наносить клей поверх потали, то у вас поталь будет окисляться. Ну и, конечно, поталь очень любит, чтобы ее сверху полировали. Чтобы получить зеркальный блеск, необходимо мягкой тряпочкой, очень легкими движениями пройтись по всей поверхности. Таким образом, поталь заполировывается, убираются излишки потали, которые получаются из-за наслоения листочков. И на потали убираются вот такие трещинки, и она становится глянцевой, зеркальной и невероятно красивой. Посмотрите, какая разница между аэрозольной краской хромового цвета и поталью цвета хром. Это большая разница. Казалось бы, и то является хромированным эффектом, но результат абсолютно разный.
Работать с поталью сложно, но эффект, который вы получаете в конце, превосходит все ваши ожидания. Это получается очень-очень красиво. Сейчас я вам расскажу вкратце, почему я решила полностью перекрасить картину. Изначально я задумывала, что поверх потали я пройдусь под определенным углом аэрозольной краской голубой. И голубой вместе в сочетании с серебристой поталью будет очень-очень здорово. Картина будет покрыта только частично. Как обычно бывает, все пошло не так. То ли угол наклона был выбран неверно, то ли краска была очень укрывистая. В общем, картина закрасилась. И мои старания снять с потали аэрозоль не увенчались успехом. То есть я пыталась всячески исправить ситуацию. Я стирала white спиритом, я стирала специальным раствором по акриловым краскам. Я стирала обезжиривателем, я стирала даже ацетоном, но ничего это не спасло, и тем не менее поталь держалась крепко, то есть покрытие, лак, которым я покрываю поталь, он выдержал, но все равно, так как поталь очень нежная, она легко под воздействием трения, она стирается и уходит. Когда я поняла, что у меня не получится снять ее аэрозольную краску с потали, то есть она уходит только вместе с поталью, я решила, что надо декорировать по-другому. И решила перекрыть все это абсолютно другим цветом. Решила выбрать эффект кракелюра. На тот момент каким-то чудесным образом у меня дома оказалось 2 баллончика с кракелюром. Первый — это базовый слой, и второй — финишный слой, который расползается и обнажает тот цвет, который базовый. У меня получилось даже лучше. Краска расползлась и обнажила не просто базовый слой серебристый, а выцепила снизу именно ту поталь, которая была в основе, которая лежала в основе, и я не ожидала такого хорошего эффекта, поэтому смотрим дальше, что получилось. Итак, я наношу первый основной базовый слой серебристого цвета. Как видите, он оказался таким грязновато-серым. И я была в ужасе просто от того, что я вернулась к тому, с чего я начала. И не дожидаясь полного высыхания, необходимо 3-5 минут подождать и нанести второй слой финишный, который вот так вот расползается и обнажает то, что было у меня внизу. Как видите, у меня проглядывается поталь, трещинки расползаются прямо на глазах, и я поняла, что, наверное, все это было сделано не зря, и так оно и должно быть, потому что эффект получился очень-очень классным. И самое главное, что этот эффект очень подходил к рельефу, который был сделан. И сейчас остается приклеить, задекорировать сначала буковки, потому что они были сделаны голубым цветом с эффектом свечения в темноте, но так как голубая аэрозоль не получилось, цвет не сложился, теперь мне надо передекорировать и эти буковки тоже. Я решила их также покрыть серебристой поталью. Я также наношу лак для потали, нарезаю кусочками по размеру буковок и прикладываю листы потали к поверхности. Всего на эту картину у меня ушло 100 листов потали размером 8 на 8 сантиметров. Эту поталь я покупала в Китае через сайт AliExpress довольно-таки давно, но ссылочку на магазин я вам оставлю в описании к видео. Не забывайте, что поталь необходимо закреплять с помощью лака специального для потали, или если у вас дома есть строительный лак Цапон, то его также можно использовать для потали. Он хорошо его закрепляет и защищает. Ну а дальше необходимо закрепить буковки на поверхности. Поверхность рельефная, буковки у меня силиконовые, вернее, они сделаны из эпоксидной смолы, но довольно-таки мягкие, поэтому с помощью клея-пистолета я легко прикрепляю их к поверхности. Для любой картины важно иметь законченный вид. Для этого ее необходимо поместить в раму. Раму я решила сделать своими руками с помощью деревянных реек, которые я нарезала под углом 45 градусов. По длине я взяла размер картины и прибавила по 1,5 см с каждого края. Углы скрепляла с помощью клея ПВА и 2 шурупчиков для надежности, которые я спрятала под смесью опилок и клея ПВА. Раму покрасила в 2 слоя белой акриловой краской. Первый слой нанесла кисточкой и потом разглаживала уже валиком для получения ровного эффекта.
Картину к раме прикрепила с помощью обычных уголков с оборотной стороны. Смотрим, что получилось.